Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на 2024 год. Высокосный год, год дракона, год, который несет массу перемен во всех сферах жизни. И для кого-то из вас он будет в прямом смысле слова переломным. Но какие энергии он привнесет, мы сейчас будем с вами совместно анализировать. Для тех, кто у нас ждал расклад на год на 12 домов, он, безусловно, будет, но не с позиции прогностики, опять же, с позиции аналитики. Мы будем смотреть, что вам нужно будет проработать и по каждому из 12 домов. А сейчас мы смотрим прогностику, то есть что вас ожидает и как к этому подготовиться. Помогут мне сегодня в этом Golden Thread Таро и Dream Spell Таро. Поэтому мы с вами приступаем, настраиваемся на расклад. Для тех, кстати, кто не посмотрел или, может быть, хочет проанализировать события уходящего года, я оставлю ссылку в комментариях на расклад 2023 года, чтобы вы посмотрели, сопоставили, сравнили и для себя сделали выводы, по какому, допустим, из знаков у вас резонанс идет в большей степени, то есть по Солнцу или по асценденту. А мы с вами приступаем. Итак, скорпионы, что же вам готовит 2024 год в плане бизнеса, карьеры, работы? У вас здесь ложится замечательный аркан маг. Маг — это всегда реализация, это возможности, это покровительство вышестоящих, это раскрытие вашего потенциала, оттачивание мастерства, получение новых званий, диплома, успешной там защитой диссертации или докторской. То есть здесь повышать квалификацию или обретать специальность, оттачивать свои навыки. Ну и, конечно же, эта карта говорит о том, что быть лидером в своей нише, то есть быть действительно высококлассным специалистом. Но, конечно же, эта карта для каждого будет звучать по-своему, потому что кто-то из вас работает, кто-то нет. Будем раскрывать и смотреть, что здесь по факту. Итак, смотрите. Пятерка мечей, шестерка монет и король чаш. После длительного периода застоя, потому что эта карта показывает, что вы либо могли быть без работы, или по бизнесу и работе там не ладилось, не клеилось, потому что пятерка мечей, она говорила о ситуации, когда вот все валится из рук. Шестерка монет — это обретение, знаете, какой-то помощи, поддержки. Причем здесь по королю чаш это может быть от человека, действительно водной стихии, рак, скорпион или рыбы, или с асцендентом в этом знаке. Опять же, эти энергии показывают, что вы сами собственными силами и усилиями проснется, как, знаете, сила воли. Это будет такая позиция «помоги себе сам» или «спасение утопающего». Это дело рук самого утопающего. Это будет желание обрести какую-то специальность, выйти на новый уровень, достичь раскрытия своего профессионализма. И если, например, на текущем этапе вы не работаете, то это обучаться, получать те навыки, которые сделают из вас толкового специалиста, и вы сможете на этом зарабатывать. Даже если вы мама в декрете или вы не работающий пенсионер. Но здесь сама ситуация, Вселенная вас будет толкать на то, чтобы вы действительно обрели те навыки, которые будут раскрывать вашу личность. Если же вы на текущем этапе у нас являетесь соискателем, о чем говорят здесь эти арканы? Пятерка мечей может указывать на ситуацию, что самому вам будет сложно что-то найти. И вот двойка жезлов — это как поиск альтернативы или возможностей. Но здесь это будет содействие со стороны. То есть кто-то вам поможет или поспособствует в плане вашего трудоустройства. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, колесница — это карта прорыва, это продвижение по карьерной лестнице. Безусловно, у некоторых из вас это может быть переезд в другой город, страну с целью трудоустройства, или, может, вас просто отправляют в другой филиал, если вы работаете в международной компании, и вы будете осваивать новые горизонты. Ну а в целом эта карта действительно прорыва, новых возможностей. Ну и, конечно же, она будет сулить вам увеличение дохода. Если на текущем этапе вы у нас являетесь владельцем собственного дела, шестерка мечей, опять же, движение. Это ситуация, которая показывает, что вы будете расширяться. То есть могут быть новые офисы, новые филиалы или активное продвижение ваших товаров и услуг на другие регионы. Ну, допустим, через интернет, потому что шестерка мечей — это карта расстояния. То есть это может быть ситуация связана и акцент на логистику, если вы продаете какие-то товары, или если вы предоставляете какие-то услуги, консультативная деятельность у вас, то по шестерке мечей это много общения, социальных связей на расстоянии с людьми. Ну и, конечно же, вы себе это будете использовать во благо. Смотрим, о чем будет идти речь
по финансовой стороне вопроса. Ваш финансовый план. Что здесь? Умеренность. Умеренность – это всегда прекрасная карта. Она указывает на баланс доходов и расходов, и она указывает на комфортную жизнь. Потому что по умеренности хватает на все. Причем не только на базовые потребности и их закрытия, но и на ваши какие-то желания, на ваши хотелки. То есть отдохнуть, что-то приобрести. Здесь жить в достатке. Потому что умеренность – это, знаете, как закрыты все ваши желания. У некоторых из вас это может идти пересмотр системы ценностей и более бережное отношение к деньгам по принципу, чтобы ваши расходы были соотнесены с вашими доходами. И карта умеренность – это еще забота о будущем. Почему? Потому что это, знаете, как откладывать себе на сытую жизнь или на стабильное, не то чтобы существование. По умеренности это в первую очередь накопительство с целью комфортной жизни в будущем. Так ли это? Раскрываем этот аркан и смотрим с вами. Что здесь? Так, смотрите, тройка мечей говорила о том, что у вас могли быть проблемы с финансами, то есть их нехватка ресурсов, да, но десятка чаш и карта императора, как ваши члены семьи, ваша семья, ваши близкие помогут вам с вопросами становления и заработка, потому что смотрите, как у вас выравнивается финансовый план, финансовый фон. Или если наоборот, по тройке мечей вы излишне тратили, то десятка чаш и император – это не просто вопросы накопительства, это вкладывать в имущество, в накопительство для вашей семьи, то есть нечто стабильное. Потому что эти карты показывают, что вот все, вы ощущаете себя финансово свободными. Для девушек и женщин это может еще идти финансовая помощь и поддержка со стороны ваших близких, будь то отец, брат, супруг, потому что здесь решать большую часть ваших финансовых проблем. Для мужчин, если мы будем раскрывать эту триаду и смотреть, семерка чаш – это, конечно же, исполнение желаний, целей, планов и мечты и получение денег из нескольких источников дохода, потому что семерка чаш – это карта выбора, это вариативность. Но, как вы видите, вот из ситуации, когда, по сути, не было ничего или было все печально, десятка чаш и император – это как выравнивается ваш финансовый план. В особенности, если, допустим, были долги, долговые обязательства, то в рамках этого года вы сможете их закрыть и, знаете, наконец-то вздохнуть, ощущать себя свободно. Смотрим, о чем будет говорить вам Таро по здоровью. Какие энергии будут идти. Дьявол. Дьявол на здоровье не очень хорошая карта, но що маємо, те маємо, потому что здесь наша задача это постараться предотвратить. Дьявол – это зависимость от лекарственных препаратов или же в целом от курса и протокола лечения, который вы должны пройти как полный цикл от А до Я. Дьявол – это также борьба с зависимостями. У кого-то пищевые, у кого-то алкогольные, табакокурение или, может быть, эмоциональная зависимость, из-за которой вы довели себя до невроза, и как следствие это негативным образом сказывается на вашем состоянии здоровья. Поэтому раскрываем карту. Что у вас здесь? Итак, десятка монет, дурак и восьмерка мечей. Здесь как новый образ жизни или новый способ жизни с целью предотвращения наследственных заболеваний. Потому что десятка монет – это то, что передается по наследству. Дурак – это вопросы обновления или новый жизненный цикл, новый жизненный этап. И восьмерка мечей, как мы видим, это карта аскезы, то есть отказ от чего-то. То есть вы можете отказаться от приема, употребления каких-то продуктов. Или в целом у вас может быть вопрос диеты. Опять же, прием каких-то препаратов, которые, допустим, вам могут справиться с зависимостями. Будь то табачная зависимость, алкогольная или, может быть, пищевые расстройства. То есть здесь акцент на том, чтобы это преодолеть и это побороть. Еще, о чем говорят эти арканы, если мы будем смотреть. Здесь есть вероятность
переноса, ну, как в такой хронической сложной форме детских болезней. Поэтому, если вы там не болели ветрянкой, корью, чем-то таким, то, как показывают карты, в рамках этого года можете перенести эти заболевания, то есть кто не болел этим в детстве. Почему? Потому что, опять же, десятка монет дурак – это то, что вы как бы перенимаете от своих деток, от своих детей. Но насколько здесь все критично? Ну, карта влюбленной говорит о том, что ситуацию вы преодолеете. То есть я не вижу здесь последствий, все будет ровно, все будет замечательно, но на здоровье нужно будет поработать, укреплять иммунитет, действительно правильно питаться, принимать какие-то витамины, добавки, БАДы, которые вам порекомендует врач, чтобы вы ощущали себя лучше, комфортнее, здоровее. Поэтому здесь нужно этим заняться. Смотрим вопрос личной жизни. Что у вас здесь? Колесница. По колеснице, колесница сама по себе хорошая карта на вопросы отношений. Почему? Потому что для тех, кто у нас свободен, аркан у нас сулит знакомство на расстоянии, в поездке, на отдыхе. Это может быть знакомство с иностранцем или иностранкой. Безусловно, это, конечно же, может быть и ваш соотечественник, который уже длительный период проживает за рубежом. Но в любом случае для вас это карта роста, это новые возможности, потому что здесь активное продвижение, достижение ваших целей. Вот, вы встречаете вторую половину. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, вот здесь карта может говорить двояко, потому что здесь как и дальше продолжать отношения, быть в этой упряжке, или может появиться желание уйти. Те же, кто у нас в стабильных союзах, это совместное продвижение вперед, это совместно тянуть лямку жизни и достигать каких-то целей, результатов. Но в любом случае мы с вами раскрываем эту карту. Смотрим, что здесь по факту, по ситуации. Так. Итак, о чем здесь говорят у нас арканы? Ложатся аркан сила, двойка жезлов и иерофант. В большей степени, наверное, информация актуальна для тех, кто у нас свободен, потому что для кого-то этот год будет знаковым. Здесь как второй брак, вторые значимые отношения. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, это может быть ситуация празднования юбилея, даты, там, знакомства, свадьбы. И может быть как повторная церемония. Ну, допустим, если вы были расписаны, это может быть желание повенчаться. Если же вы встречались, сожительствовали, то это будет как двойная свадьба. Может быть, одна для близких, да, другая для круга знакомых. Или в целом, да, одна официальная, вторая религиозная. Для тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках. Вот здесь я бы уточнила эту триаду. Одну минутку. У вас по четверке жезлов это карта создания семьи. То есть здесь как раз будет стоять острый вопрос выбора, с кем быть, с кем остаться или вообще уходить в новое. Но карты вам сулят действительно построение стабильных отношений, которые приведут к созданию союза. Причем с сожительством, созданием семьи. Поэтому здесь у вас прекрасные перспективы. Те, кто ждал, те, кто к этому стремился, ловите шансы, возможность. Здесь Вселенная вам благоволит. Смотрим с вами неожиданность периода. Что же здесь? Что же здесь? Башня. Так, башня у нас может показывать как действительно хаос, который в жизнь может войти. То есть это какие-то катаклизмы, какие-то неприятности. А может быть ситуация, когда вы сжигаете все старое, уходите от старых стереотипов, образа жизни или способа мышления и меняете свою жизнь, концепцию жизни. И следующий аспект это могут быть вопросы, связанные с недвижимостью. А именно, или вопросы покупки, продажи недвижимости, аренды, субаренды, ремонта или выбора места, где вы хотите жить, так сказать, бросить якорь, бросить свои корни и обосноваться. Смотрим, о чем будет говорить этот аркан. Справедливость, верховная жрица и двойка чаш. Итак, для некоторых, наверное, в большей степени информация будет идти для тех, кто в любовном треугольнике, потому что справедливость – это брать на себя ответственность. Жрица и двойка чаш – это прислушаться к себе, понимать и осознавать, с кем вы хотите выстраивать взаимоотношения, строить союз. Это раз. Но и второй момент по этим картам. Какая здесь идет информация?
Здесь вы можете быть свидетелем или там понятым в какой-то непредвиденной для вас юридической ситуации, или в отношении вас могут быть какие-то вопросы, связанные с административной ответственностью. Я сейчас дотяну, что здесь... Ну, уголовной ответственности я здесь не вижу, то есть это могут быть какие-то попытки вменить вам какие-то штрафы. То здесь это помощь юриста, который решит эту для вас проблемную ситуацию, потому что содействие со стороны адвоката, юриста, нотариуса, который, так сказать, или сокроет какие-то факты, или наоборот что-то прояснит, потому что жрица это, по сути, выворачивает ситуацию в свою сторону. И, конечно же, это вам позволит избежать каких-то острых или проблемных моментов и ситуаций. Еще по этим картам, о чем здесь у нас идет речь. Дотягиваю, открываю, у вас здесь ложится аркан Солнце. Это все-таки может здесь проходить вопрос, связанный с недвижимостью, вопросами, ну, в большей степени продажи, нежели покупки. Но справедливая жрица двойка чаш, не то чтобы вы это делаете нелегально, но то есть, допустим, какие-то документы могут быть не совсем в порядке, и вам, так сказать, за деньги могут помочь эти документы перевести в порядок и, как следствие, совершить какую-то сделку. Ну, то есть, какие-то документы вами утеряны, или там пропали, или что-то еще. То есть, это как в экстренном порядке заручиться помощью юриста, нотариуса, адвоката, который, так сказать, поднимет все факты, всю подноготную и позволит вам осуществить задуманное. Смотрим вашу карту года. Совет, что уйдет и что придет. Итак, что же уйдет в течение 2024 года? По звезде. Это не то чтобы отказ от планов, целей или мечты. Это как смена мечты, смена цели, смена установок. То есть переориентировать себя на что-то иное. И опять же, звезда это когда вы могли только, знаете, как витать в облаках, планировать, а по факту нужно уже действовать. Смотрим, что у вас здесь. Пятерка жезлов, семерка чаш и паж жезлов. Ну, то, как я вам сказала, вы завершите пребывать в иллюзиях или в планах, когда так, вот это нужно попробовать. Ай, нет, не получится, не буду. Или стоит. Или может туда податься, себя в этом реализовать. Ай, нет, не буду, не сейчас, нет желания, нет ресурса. Потому что пятерка жезлов это была внутренняя борьба с самими собой, а семерка чаш и паж жезлов это как... любопытство на грани фола, то есть и хочется, и колется, и мамка не вли. То есть хотите попробовать, а потом думаете, а нужно ли мне это сейчас? А готов или готова ли я к этому? То вот эти сомнения, они канут в небытие. И вы наконец-то начнете действовать и что-то в своей жизни менять. Что придет? По императору. Стабильность, комфорт. Ситуация, когда вы можете контролировать все аспекты своей жизни, потому что весь мир у ваших ног. Неважно, мужчина вы или женщина, это может быть помощь, содействие со стороны важного, значимого для вас мужчины или влиятельного человека. То есть будь то отец, брат, супруг, руководитель или просто какой-то влиятельный знакомый. То есть человек, который дает вам какие-то ресурсы, помогает, поддерживает, направляет. Для мужчин, которые у нас свободны, это может быть позиция становления себя, то есть изменение социального статуса. А именно жениться, стать отцом, потому что здесь раскрытие ваших мужских задач. Смотрим, о чем говорит этот аркан. Королева чаш, королева пентаклей и мир. Ох, какие у вас интересные здесь арканы. Но для мужчины это, в принципе, повторюсь, обрести даму сердца для тех, кто у нас стремился. Для тех, кто был в треугольниках, пребывал, не знал, как поступить, как действовать, это определиться с выбором. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, сейчас даже дотяну карту, секундочку, хочу посмотреть. Рыцарь чаш – это проявление заботы, чувственной стороны по отношению к партнерше. И более того, вот знаете, как совместно строить наново свой мир. У многих это может касаться вопросов поездок, переездов, иммиграции, смены места жительства и материальных приобретений за рубежом. Ну, то есть вы что-то можете приобретать, допустим, недвижимость или там инвестировать в какой-то бизнес. То есть то, что будет вашим аспектом процветания.
Так, карта года. Отшельник. Отшельник это здесь не с позиции одиночества, а с позиции поиска себя, своего пути, реализации, понимания, кто вы, что вы, какой дорогой должны идти, в чем должны себя раскрыть. Может быть тяга к уединению, такой некая позиция интроверта. Но с другой стороны, эта карта говорит о духовном, о личностном росте. Более того, знаете, как мысли, несмотря, так сказать, на ваш возраст, о пенсии, о будущем. То есть что вы можете создать для себя, как себе сформировать сытую, стабильную старость. Опять же, здесь могут мысли быть о пожилых людях, будь то там ваши родители, бабушки, дедушки, как создать им зону комфорта. Опять же, это взаимодействие связано с страховыми компаниями или с какими-то пенсионными фондами, организациями. Или в целом ваша ситуация, когда вы можете накапливать, чтобы потом этим пользоваться. Ну а отшельник еще, если смотреть по ситуации, это карта, которая говорит о изменении каких-то установок, взглядов на жизнь, потому что здесь как для себя открыть новую духовность. Смотрим, что здесь. Шестерка жезлов, тройка жезлов и семерка мечей. То есть понять, в чем вы себе лгали, в чем вы себе, так сказать, не договаривали. То есть обретение нового пути, новой дороги. Плюс шестерка жезлов и тройка жезлов – это, знаете, как честно проработать свои какие-то внутренние блоки, негативные установки, сомнения в себе. Это как победа над собой, самим собой или самой собой и вашими пороками, какими-то негативными блоками. Плюс, помимо всего прочего, может быть цель или желание втайне от всех, ну как, может быть, от большей части людей, куда-то переехать, сместиться, где вы будете ощущать себя в безопасности. Я не говорю, что в одиночестве, но, знаете, как обособленно. Ну, по принципу, уехали, купили домик в горах, или просто там уехали на Бали и большую часть проводите в изоляции, потому что вам так комфортно, вы наполняете силами. Но и с другой стороны, здесь действительно как получить вектор жизни, потому что шестерка жезлов и тройка жезлов – это мотивация. Кстати, отшельник еще может у нас говорить о появлении духовного наставника. То есть человек, который для вас может быть лидером мнений, авторитетом, за которым вы будете следовать, за которым вы будете идти. И понимать, какие ценности для вас являются основными, а какие являются ложными. И совет. Совет у нас по аркану справедливость. Во-первых, решать все юридические вопросы, знаете, как быстро, безоговорочно, не откладывая их в долгий ящик, действовать по букве закона и действовать по принципу как ты ко мне, так и я к тебе. И опять же, если вы хотите каких-то глобальных, качественных перемен в вашей жизни, это необходимо научиться брать на себя ответственность за себя, за других людей и поступать по отношению к людям так, как вы хотите, чтобы поступали по отношению к вам. Потому что если смотреть по этим картам, это в первую очередь акцент на взаимодействие с социумом. Справедливость – это, знаете, как выровнять баланс, научиться прорабатывать, может быть, гнев, агрессию, какую-то предвзятость по отношению к людям. Потому что эта карта говорит, что вот, ты не можешь быть без взаимодействия. Это, в принципе, невозможно. Поэтому меняй свое окружение к социуму, и тогда к тебе люди потянутся. Тут у вас все будет идти в положительном, в позитивном ключе. Но сейчас дотянем, посмотрим, что здесь. Пятерка чаш, императрица и умеренность. Ну, в первую очередь, во-первых, после периода застоя, как я говорю, это может идти обретение второй половины, потому что пятерка чаш – это когда вы чувствовали себя покинутыми, одинокими, то теперь императрица умеренность – это обретение статуса, то есть создание союза, обретение семьи. Если это касается взаимодействия с родителями, то здесь помогать своим близким, в частности, допустим, матери или бабушке, вытаскивать их из каких-то сложных ситуаций, передряг и быть за них спокойными. И еще это как раскрыть себя через женщину, допустим, через партнершу, через супругу или просто через знаковую женщину, потому что она для вас в жизни привнесет баланс. Пятерка чаш – это проработка ваших негативных установок. Это ситуация, когда вы там никому не доверяете, так сказать, держитесь со всеми как... знаете, как держите дистанцию или на страже, или пытаетесь всех держать в ежовых рукавицах, то по этим картам действительно девушка, женщина будет менять ваше сознание, ваши установки и ваше взаимодействие с миром в целом. Потому что, сейчас открою колоду, одну секунду, хочу посмотреть, что там, какая ситуация. Так, открываю здесь звезда.
По звезде это наконец-то не то, чтобы научиться верить людям. У вас в любом случае будет позиция «доверяй, но проверяй». Но научиться видеть в них все-таки лучше, хорошее. И, соответственно, такие же люди с такой же энергией будут идти к вам в жизни. Поэтому это один из таких основных моментов. Год у вас насыщенный, это факт. Скучно вам не будет 100%. Поэтому, мои хорошие, вам ярких эмоций, здоровья, благосостояния, любви, взаимной в первую очередь, счастья, полноты жизни, финансового благополучия. Пусть все ваши мечты реализуются. И, конечно же, этот год будет одним из самых счастливых за последние годы. Я вам искренне от всей души этого желаю. Пусть 2024 год вас порадует. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч.